Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам, как и обещала, предложить связать изящный ажурный топ из японского журнала, который вышел у нас с вами из комплекта ажурной двойки и кардиган к этой двойке. Мы сделали в предыдущем видео, мастер-класс у нас был ажурный кардиган, да, то есть ссылочку я оставлю под видео, кому будет интересно поподробнее ознакомиться с этой ажурной двоечкой, то вы, конечно же, перейдете по этой ссылке и посмотрите тот мастер-класс. Ну а в этом мастер-классе мы будем конкретно рассматривать эту модельку, да. Как видите, она связана у нас разными узорами, да, то есть нижняя часть у нас идет как у кардиганчика, такая красивая, очень-очень интересный узор и несложный. И переходит в еще более интересные такие бантики, завитушечки, вяжется еще проще. Переход мы с вами делаем в мастер-классе. То есть мы свяжем сегодня с вами тот и другой узор. Вот, и я покажу, как перейти от одного узора к другому. Поэтому я думаю, что у вас не будет никаких сложностей. Там очень легко переходит один раппорт в другой. К тому же у нас будет с вами составлено сегодня описание, как всегда, на 6 размеров. С 44-го, получается, у нас там будет с вами описание, по 52 размер. Расположение узоров мы тоже с вами разберем и посмотрим выкройку и схему. И, конечно же, самое интересное, с чего мы всегда начинаем, выбор пряжи, спиц. То есть начинаем с самого начала, потом расчет плотности, вяжем узор, соответственно, расчет плотности делаем. И далее уже идет последовательно теоретическая часть, в которой мы делаем расчеты с вами по выкройке и распределяем узорчики на нужный нам размер. Итак, мои хорошие, приступаем к выбору пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания жакета и топа я выбрала полухлопковую пряжу Alize Cotton Gold. Это турецкая пряжа, 100 грамм, 330 метров. Цвет у нас будет 55. Спицы я использую 3,5. Так, и состав. 55% хлопок, 45% акрил. Посмотрите внимательно, как выглядит у меня ниточка. Видите, какая хорошая скруточка. Тугая довольно. Вязать одно удовольствие. Она не путается. Ничего. И вот так выглядит наш узор. В нижней части находится один узор, который для жакета. И в верхней части для топа узор. Видите, да? Очень интересный, мало дырочек. Меня вот тут некоторые подписчицы просят что-то подобрать им с малым количеством ажура. Но смотрите, в нижней части вот достаточно красиво будет смотреться, да, а в верхней части вот такие интересные ажурненькие точечки, я не знаю, цветочечки, почечки, как хотите это характеризуйте. В общем, сочетание довольно интересное, согласитесь. Можно связать сразу и двойку, можно связать по отдельности, кому что больше подходит, топик или, значит, жакетик. Будет и то, и другое смотреться очень оригинально, красиво. Смотрите, как просвечивает, если вас интересует. Смотрите, не очень просвечивает. Совсем уж лицевая гладь, это тоже плохо. Все-таки хочется какой-то изюминки в изделии, согласитесь. Так, мои хорошие, давайте перейдем к просмотру схемы. Схема основного узора нижней части вот у нас вяжется, значит, вот таким ажурным узорчиком.
Раппорт составляет 16 петель у нас. И высоту, как видите, здесь 8 рядов. Здесь неправильно, 8 рядов. Так, мы с вами свяжем этот узор. Условные обозначения здесь довольно простые. Даже не буду вам называть 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, с двух сторон накиды. А это 2 вместе лицевой с наклоном, соответственно, значит, влево, а это вправо. Тоже накид, соответственно. А пустая клеточка – это лицевая. Вот и вся несложная такая запись. Дальше у нас идет с вами схемочка номер 2. Схема номер 2, это надо уменьшить. Значит, здесь у нас раппорт получается узора 16 рядов и 8 петель. Поэтому, видите, да, там 16, здесь 8. То есть у нас с вами в одном раппорте умещается 2 раппорта по схеме номер 2. То есть, повторяю, вот перед вами сейчас схема номер 2. В описании она тоже будет у нас с вами участвовать. Так, и здесь, соответственно, добавляются новые условные обозначения. Это вот эта горизонтальная черточка, обозначающая изнаночную петлю. Вот. Легкий узор, не сложный. Так, мои хорошие, давайте выкройку смотрим. Выкройка топа выглядит вот таким образом. Смотрите, наборный ряд у нас будет такой же, как у кардигана. Короче будет у нас топ. Убрала я вот эти вот скосы плеч. Я считаю, здесь такие маленькие скосики, что, ну, наверное, не имеет смысла здесь их, в общем-то, формировать. Плечики очень узкие. Так, вырез горловины у нас будет отличаться. Расчеты я уже сделала, и они у меня в описании есть. По вырезу горловины, сразу говорю, девочки, определяла я, видите, 20 сантиметров стоит вырез горловины. Первый размер 44-46 у нас идет с вами 39 петель. Ну, я сантиметры, 20 сантиметров умножила на нашу плотность по горизонтали 1,95. И получается 39 петель. Затем у нас идет на второй размер 41 петля и на третий 43 петли. Как их закруглить, я тоже описываю в описании. Почитайте под видео, будет выложено описание. И сейчас мы его тоже рассмотрим. Далее, смотрите, как видите, спинка и перед отличаются лишь глубиной выреза горловины. Вот так выглядит описание: 44, 46, 48, 50, 52 размера будут у нас сегодня рассматриваться в описании. Набираем такое же количество петель, как и для кардигана. Да? Как расположить узоры в конце видео будет. Вяжем планочку 2 ряда платочной вязкой и переходим к ажурному узору. Начинаем по схеме 1, которую я вам показывала. Да? Вот это вот расположение, смотрите, почему именно такое расположение петель идет последовательность, я показываю, рассказываю в расчетной части в конце видео. Так? И через 17 сантиметров 40 рядов, поскольку раппорт у нас с вами высоту составляет 8 рядов, да, то есть это 5 раппортов вы свяжете, девочки, перейдете на ажурный узор по схеме 2. Заменяя один раппорт схемы номер 1 2 раппортами схемы номер 2. Как это сделать, мы вяжем, вы видите. Ну и все далее. С пройму закрываем, как обычно, все последовательно. Как я уже сказала, перед отличается более глубоким вырезом горловины. Да? По сборке, значит, осуществляем с вами плечевые боковые швы и обвязываем вырез горловины и пройму крючком. Номер 3. 2 ряда столбиков без накида. Вяжем с вами спицами номер 3,5 узор. Так, ну и все, мои хорошие. Все это будет под видео, для вашего удобства выложено. Итак, давайте сейчас с вами приступим к вязанию узора. Схема, которую мы будем сегодня использовать, выглядит вот таким размытым образом. Но ничего страшного, я вам сейчас все тут расскажу и поясню, девочки. Для образца я набрала 35 петель. Смотрите, 2 раппорта по 16, плюс 1 кромочная, плюс
Итак, у нас с вами крайний раппорт будет вязаться немножко по-другому, чем те раппорты, которые будут в центре друг за другом следовать. Край раппорта будет вот таким образом в первом ряду выглядеть. Он будет совсем по-другому выглядеть, когда у нас раппорт в центре меняется. Имейте это в виду, девочки. Здесь сейчас будут 2 вместе лицевой. Вот именно для этого я и взяла одну петлю для симметрии. Смотрите, 2 вместе лицевой начинаем, накид. Затем вяжем уже, собственно, раппорт. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Я делаю это следующим образом. Меняю петельки местами. Первая у меня за работой, вторая перед работой. Поменяла вот так, я их местами перекрестила. И провязала все 3 вместе лицевой одной. Опять накид. Снова 2 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петли, поэтому я вяжу этот элемент следующим образом. Также меняю местами. Первую у меня за работой, вторая поверх нее накидывается. Вяжу 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Лицевая. И вот смотрите, то, что я вам говорила. Смотрите, сейчас у нас раппорт будет меняться. По схеме у нас всего 2 петли еще в раппорте осталось, да? Но по сути мы будем сейчас такой элемент вязать, как накид и 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Видите? То есть, по сути, только 2 петли у нас к раппорту относятся, но мы уже заходим на следующий раппорт и вяжем 3 вместе лицевой с накидом. И продолжаем вязать снова второй раппорт, девочки. Второй раппорт накид сделали, это уже относится к нашему новому раппорту, ко второму, и вяжем второй раппорт. Лицевая, снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, снова 2 лицевые, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. И смотрите, здесь тоже крайний левый раппорт всегда будет заканчиваться тоже 2 лицевыми. Не 3, как по схеме, а просто 2. У нас один делаем накид и 2 вместе лицевой. Вот так. Кромочную вяжем изнаночной. Это был первый ряд. Все изнаночные ряды у нас вяжутся, как смотрят петли. Накиды провязываем изнаночными. Поскольку у нас здесь с вами не встречалось на лице изнанки, то есть у нас все петельки в изнаночном ряду будут вязаться изнаночными. У нас с вами 3-й ряд узора нашего. И вяжем. Первая у нас была для симметрии, мы вяжем ее лицевой, начинаем вязать раппорт. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Меняю петельки местами, вторая поверх первой и 3 вместе вяжу лицевой одной. 3 лицевые, 1, 2, 3, накид. Затем идут 2 вместе лицевой с наклоном вправо, еще накид, 2 лицевые. Раппорт связали. Теперь вяжем второй раппорт следом. Прямо отсюда смотрим. Лицевая, вот отсюда снова справа налево. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, снова 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 2 лицевые. Связали раппорт узора, кромочные и изнаночные. 4-й ряд вяжем все изнаночные.
Пятый ряд у нас идет с вами. Первая лицевая для симметрии вяжем. И начинаем вязать раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Меняю первые, вторые петли местами. Вторая поверх первой. Вяжу 3 вместе. Снова 2 лицевые, накид, 2 лицевые, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, связали раппорт узора. Второй раппорт также вяжем, 2 вместе лицевой с наклоном. У нас с вами 7-й ряд, вяжем. Первая лицевая, это для симметрии. Начинаем раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. 3 лицевые, 1, 2, 3. Накид, 2 лицевые. Ой, 1 лицевая и 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Снова 1 лицевая, накид. 3 лицевые, 1, 2, 3. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, связали 1 раппорт, вяжем второй раппорт. Итак, после того, как вы свяжете 8-й ряд изнаночными петельками, раппорт у нас считается завершенным. Итак, вторая схема, которую мы с вами будем сегодня использовать, вот так выглядит. 8 петель у нас будет ширина раппорта и 16 рядов высота. То есть, смотрите, 8 петель, это значит в нашем раппорте, который мы только что вязали, было 16 петель. То есть в раппорте первого узора будет у нас умещаться 2 раппорта второго узора. Поэтому, девочки, ничего не меняем в количестве петель и начинаем сразу вязать наш новый узор. С первого ряда, помните, первая петля у нас была для симметрии, так мы ее и оставляем, эту лицевую, никуда мы ее девать не будем, и вяжем сразу первый ряд. Все петли у нас вяжутся лицевыми, все 8 петель, то есть первый ряд у нас вяжется лицевыми петлями. Вяжем самостоятельно до конца ряда. Второй ряд у нас будет вязаться изнаночными петлями, то есть идет лицевая гладь. Вяжем третий ряд. Не забываем про первую петлю лицевую для симметрии. У нас она так и остается, чтобы не сбился узор. Так, оставили, связали лицевую, вяжем раппорт узора. 3 изнаночные. 1, 2, 3. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Связали раппорт узора. Повторяем раппорт. Опять 3 изнаночные. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Опять 3 изнаночные. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Итак, девочки, вяжем до конца ряда. 4-й ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем 5-й ряд. У нас с вами первая петля для симметрии. Вяжем ее лицевой и начинаем раппорт узора. Делаем накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Первые, вторые петельки меняю местами. Вторая у меня показывается поверх первой. И вяжу 3 вместе лицевой. Делаю накид и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Связали раппорт узора. Следующее то же самое делаем. Делаем накид, меняю петельки местами. Вторая поверх первой и вяжу 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Снова накид, 5 лицевых. Связали второй раппорт, третий то же самое, девочки, делаем.
без меня самостоятельно до конца ряда. Шестой ряд у нас будет вязаться все петли изнаночные, в том числе накиды. А теперь, девочки, смотрите на нашу схему. У нас с вами идет сейчас лицевая гладь. С 7 по 10 ряд идет лицевая гладь. То есть 7, 9 ряды мы вяжем лицевыми петельками, 8 и 10 ряды изнаночными петельками. И затем встречаемся с вами в 11 ряду. У нас будет с вами в шахматном порядке меняться расположению вот этих наших красивых ажурных вставок. Да? В шахматном порядке будем его располагать. Вяжем с вами 11 ряд. То есть связали мы лицевую гладь, видите, да? Теперь вяжем 11 ряд. В 11 ряду у нас с вами будет в шахматном порядке, как я обещала. Значит, вяжем. Первая у нас идет лицевая для симметрии. Начинаем вязать раппорт. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Вяжем. И далее вяжем 3 изнаночные. 1, 2, 3. Лицевая. Вот так у нас с вами получается. Затем опять 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Лицевая. Связали второй раппорт. Третий то же самое. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Лицевая. Итак, девочки, до конца ряда. Значит, смотрите, 12 ряд вяжем, как смотрят петли. 13 у нас с вами ряд. Смотрите, вяжем 4 лицевые. Так, первая лицевая у нас идет для симметрии. Далее раппорт вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И там, где у нас с вами 3 изнаночные, вяжем опять накид. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Я первые, вторые петельки поменяла местами, да? 3 вместе лицевой связала, накид. Лицевая. Первый раппорт связали. Далее также повторяем 4 лицевые. Накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид. Так, лицевая. Второй раппорт связали. И так до конца ряда, девочки, продолжаем. Далее у нас идет 14 ряд. Все петли изнаночные вяжутся, в том числе накиды. Смотрите, 15 ряд вяжем все петли лицевые. Все петли лицевые. А 16 ряд все петли изнаночные. И на этом у нас раппорт с вами закончится. И будет повтор с первого ряда, как мы вязали. Вот, мои хорошие. Сейчас я свяжу вот этот ряд. Сделаем с вами влажную тепловую обработочку и посчитаем с вами плотность нашего полученного образца. Как вы поняли, первый узорчик у нас был чисто для нашего жакета, а второй узорчик для топа. Вот этот с цветочками. Хотя в топе и этот тоже узор применяется внизу, да? То есть я показала, как их вязать. Мы с вами изучили схему. Так. Сейчас давайте с вами сделаем влажную тепловую обработку данного образца. Итак, у нас с вами горячий пар, утюг, и мы обдаем паром наш образец. Он становится горячим и влажным, податливым. Тянем наше с вами вязание в разные стороны, в длину, в ширину. Активно тянем, девочки. Так, стараемся. Сейчас второй раз будем на край полотна. Обратите внимание, здесь тоже нужно все отпаривать. Поскольку у нас будет участвовать крайние петли, также в расчете. Так. Дальше, чем он будет, на самом деле, он не вытянется, поэтому не переживайте, если он у вас там сильно тянется. Сейчас он высохнет и примет ту самую форму, которая ему будет, собственно, и присуща в готовом изделии уже. Так, все, пусть сохнет. Итак, давайте с вами измеряем ширину
нашего полотна и длину. И на основе этого сделаем расчеты. Смотрите, у меня ширина составляет 18 сантиметров. Мы набирали в узоре участок 35 петель. 35 поделить на 18 сантиметров, мы получаем с вами плотность 1,9. Но тут даже можно сказать 1,95. Да? Давайте напишем поточнее 1,95. То есть я пишу в 1 сантиметре 1,95 петель. Там разберемся по ходу, когда будем расчеты делать. И теперь длину измеряем. Длина у нас с вами образца составляет 21 сантиметр. Считаем, сколько рядов задействовано. Так, я посчитала, у меня в образце по схеме номер 1 связано 1, 2, 3, 4 раппорта по 8 рядов. Это получается 32 ряда. И плюс 16, 48 рядов. Второй узор был 16 рядов. То есть 48 рядов мы поделим на 21 сантиметр. И получается вот такая плотность. Но здесь явно 2,3 округляем. И запишем, что в 1 сантиметре у нас будет 2,3 ряда умещается. Теперь с этими двумя циферками мы идем к выкройке и делаем расчеты. Вот такая, девочки, у нас будет с вами выкройка нашего жакета ажурного. Значит, будем составлять описание. Я вот здесь размеры поставила, мерки. Ширина спинки 50, 56 и 59. Смотрите, 50 я рассчитываю 44, 46 размер. 56, соответственно, 48, 50 и 52, 54, 50. Скорее всего, все-таки, наверное, 52 только. Вот эта вот мерочка, она все-таки маловато для 54-го, 59 сантиметров. Знаете что? Посоветую я вам. Я сейчас, когда буду рассказывать про узоры, как их расположить, вот эту мерочку я скажу, как ее увеличить. Тем, кому это нужно будет. На 54-й. Итак, начинаем с вами. Распределяем петельки. Во-первых, определяем вначале их количество, потом определяем, как расположить узоры. Итак, 50 сантиметров, первый размер. Мы с вами сейчас будем умножать на нашу плотность по горизонтали в 1 сантиметре 1,95 петель. 50 умножаем на 1,95. 50 умножаем на 1,95. Получаем, девочки, вот смотрите, 97,5. Ну, то есть здесь, в принципе, получается, собственно, даже 51 сантиметр, поскольку по нашим расчетам это будет 99 петель. Узор хорошо укладывается, да? То есть я могу здесь, в принципе, поставить мерочку 51 сантиметр. Вот. Второй размерчик 56 сантиметров умножаем. 56 умножаем на 1,95. Это будет 109 петель. Здесь так четко и остается. И третий размерчик у нас получается, давайте 60 сантиметров возьмем на плотность 1,95. Это будет 117 петель, но все-таки 59. Получаем, надо, чтобы было 115 петель. Вот. И смотрите, что делаем дальше. Дальше распределяем петельки. Наш первый размер 99 петель надо поделить на число петель в раппорте. Ах, у меня того узора нет. Но вы помните, там 16 петель у нас было, раппорт узора. Делим на 16. Получаем целое число 6. Целых 6 раппортов у нас будет с вами умещаться в узоре. Рисуем. Я всегда схематично рисую. Представьте, вот, что это наш с вами наборный ряд, да? И мы с вами 6 раппортов рисуем по 16 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В каждом раппорте 16 петель участвует. Помните, мы вязали образец, у нас одна лицевая была для симметрии, крайне правая, да? Вот я ее пишу, одна лицевая, так мы ее сюда включаем в узор.
И, соответственно, одна кромочная справа, одна кромочная слева. Вот. Вот так выглядит наше с вами распределение узоров по схеме 1. И мы с вами считаем, сколько это в совокупности составляет петель. 16 умножить на 6, 96 петель, плюс 1 петля справа для симметрии, плюс 2 кромочные. Вот наши 99 петель. Я пишу 99 петель. Это будет размер 44-46. Следующий у нас идет с вами размер. В наборе будет участвовать 109 петель, 48-50. 109 петель. Так, 109 петель также делим на 16, число петель в раппорте. Получаем целое число 5-6. Но здесь очень прям близко к 7, но до 7 не достает. Как тут быть? Предлагаю, смотрите, у нас 99 и 109, то есть 10 петель разница. Предлагаю включить, значит, по 5 петель справа и слева лицевой глади. То есть 5 лицевых справа, 5 лицевых слева. Я думаю, что это не будет очень страшно как-то влиять на наш ажурный узор. Вот так вот. То есть по центру идет ажурный узор, а здесь лицевая гладь. Я думаю, что это не будет некрасиво смотреться. Далее. И в итоге получаем, да, вы поняли, 109 петель будет в совокупности. 109 петель. Так, теперь давайте третий размерчик рассмотрим. У нас 115 петель. 115. Размерчик у нас получается на 52 где-то. И для 54 добавим петли. 115 петель мы поделим с вами на 16 петель, число петель раппорта. Вот здесь у нас четко вырисовывается 7 раппортов по 16 петель. Понятно, да? Считаем 7 умножить на 16, это будет 112 петель, плюс 1 петля справа, также она идет для симметрии, и плюс 2 кромочные. Вот наши искомые 115 петель. Теперь, если вы хотите расширить размер, то вам это легко сделать. К этим 115 петелькам добавляете столько петель, сколько вам нужно. Предположим, у вас ширина спинки 61-62 сантиметра. Я показываю для примера. Вот 54 размер. Берем 61 сантиметр ширину. Умножаем на нашу плотность 1,95. Получаем вот такое число 119 петель. Округляем, конечно, в большую сторону. Смотрите, 119 петель. То есть на 4 петли всего разница у нас с вами. От этой величины 115. 4 петли всего, да? Поэтому, смотрите, как у нас тут будет все располагаться. 7 раппортов по 16 рисую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по 16. Справа у нас идет 1 петля для симметрии, 2 кромочные, то есть 1 кромочная здесь, 1 кромочная здесь, и 2 лицевые справа, 2 лицевые слева. Итого получаем 119 петель. Смотрите, видите? Вот таким образом можно выйти из ситуации. Ну, то есть здесь вот в начале у нас будет не 1 лицевая, да, а 3 лицевые. А здесь в конце, крайне левые, будут 2 лицевые, видите? И, девочки, если вам больше размер нужен, берите ту мерку, которая вам нужна, и расширяйте с помощью лицевой глади по бокам этот узор. Вот и все. Следующее, на чем я хотела бы еще заострить внимание, смотрите, мои хорошие, вот у нас пройма. Давайте посчитаем ее глубину. Я сделала 14 петель. В кардигане мы делали 11, здесь более глубокая она. Я смотрю, ее глубина, вот тут вот я не вижу никаких размеров. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Так, теперь давайте 14 петель я сделала с одной стороны и с другой. Глубокая будет пройма. Ну, все-таки это топ, согласитесь. Так, теперь вырез горловины. Количество я, смотрите, здесь показано на маленький размер 20. Видите, да?
20 сантиметров, и мы умножаем на нашу плотность 1,95, то есть 20 умножить на 1,95, получаем 39 петель. Первый размер. Ну и как для других размеров я, соответственно, сделала чуть больше. На второй 41 петля, на третий 43 петли. Из нашего общего количества вырез горловины 39, да, на первый размер, и вычитала 2 проймы по 14 петель, это 28 петель. Вот 32 и делим на 2, 16. Да? Ну, второй размер также считаем 109 общее количество, отнимаем вырез горловины 41 и 2 проймы по 28 петель. Получаем 40, делим на 2, плечо 20 петель. Да? Понятно, как определяем плечи. Теперь я хотела бы заострить внимание на вырезе горловины переда. Он более глубокий, 8 сантиметров. Я не стала делать скос, я уже говорила, да, я ликвидировала их. Хочу теперь, значит, сказать про вертикальную плотность. Смотрите, приталенность вот эту я не делала, да. Если у вас есть желание, можете это как-то там сделать. Я не буду делать. Вот. Просто сформируйте скос самостоятельно, там убавьте пару петель справа, пару петель слева, да, на равных расстояниях, это несложно сделать. Хочу сказать, что сделала я переход от одного узора к другому. На расстоянии у меня первый узор вяжется 17 сантиметров, это 40 рядов от планки. Планочка у нас здесь 1 сантиметр, но это 2 ряда платочной вязки, да? И, в общем, смотрите, потом вяжется по первой схеме узор на 117 сантиметров. Почему 40 рядов? Применяем вертикальную плотность. Мы ее считали, она у нас в 1 сантиметре 2,3 ряда, да? Поэтому мы 17 сантиметров умножаем на нашу плотность 2,3. Видите, 39 рядов. Но всегда ряды, вот эти вертикальная плотность, мы пишем четное количество. То есть нам так удобнее. То есть поэтому я написала 40 рядов. То есть 40 рядов, а раппорт у нас первого узора составляет 8. Да? То есть 40 поделить на 8 рядов, то есть 5 целых раппортов вяжем, и затем переходим к схеме номер 2. Вот. Также, смотрите, измерила я от планки до проймы. Расстояние будет у нас составлять 35 сантиметров с половиной. Высота топа у меня будет на первый размер меньше, чем у кардигана, то есть 55, второй размер 56, третий 57 общая высота, длина нашего топа. Вот таким образом я распорядилась с вот этими параметрами. Вы, конечно же, под свой рост можете здесь изменить, но просто я вам рассказываю, что вот эту величину в сантиметрах надо обязательно измерять ее рядами и применять вертикальную плотность. Смотрите, 35 умножить на 5, 35 с половиной, я умножаю на вертикальную плотность 2,3. Видите, 82 ряда. Округляем. 82 ряда, и эта цифра будет стоять в описании, для чего мы переводим все это дело в ряды. Объясняю, девочки. Дело в том, что при стирке изделие теряет свою форму и часто вытягивается. Чтобы этого избежать, в этом виновата не пряжа, как мы иногда начинаем винить пряжу, что она типа тянется. Это неправильная технология вязания, то есть без расчетов делают люди и не применяют вертикальную плотность. Вы видели, мы тянули его сознательно, да, в разные стороны во влажном состоянии, потом давали высохнуть, чтобы потом вот с этими расчетами прийти к выкройке и сделать вот эти вот измерения в рядах. И вязать мы будем тоже соизмеряясь рядами. Смотрите, что у нас получается. У нас с вами 40 рядов будет идти узор номер 1, а 42 ряда узор номер 2 будет, то есть по второй схеме, да, до проймы. То есть вот здесь тоже можно применить раппорты. 42 ряда, а у нас там с вами, помните, да, сколько? 16.
42 поделить на 16 рядов, узор номер 2, получаем 2 раппорта целых. У нас свяжется по 16, да? Это будет 32 ряда. И останется еще 10 рядов, девочки, связать по схеме номер 2. То есть вот так легко ориентироваться. 10-й ряд связали, схема номер 2, и начали делать закругление проймы, закрывать петли проймы. Обычно вот так переводят ряды в раппорты, и раппортами очень легко ориентироваться. Так, то же самое касается выреза горловины. Я тоже в описании, сейчас вам не говорю эти цифры, я все посчитала и в описании вам выложила, да, на какой высоте от планки будет у нас по переду формироваться вырез горловины. Вот все, что я хотела вам сказать. Я желаю вам удачи. Ну а тем девочкам, которые только приступают к этой науке, я желаю вам терпения, да, и у вас обязательно все получится. Нужно верить в успех, в собственный успех. До новых встреч, мои хорошие!